Уважаемые друзья, подписчики нашего канала и просто зрители, здравствуйте! Сегодня я хочу озвучить научную статью, автором которого является Димаш Кудайберген «Проблемы изучения представителей традиционного искусства». Статья была опубликована на страницах Вестника «Евразийская наука и искусство» в июне 2019 года, тогда, когда Димаш был магистрантом второго курса Казахского национального университета искусств. Мы хотим поблагодарить переводчиков статьи с казахского на русский Кали, Туякпаеву, Куляпову и Ильясову. Начнем с аннотации статьи. Личность в традиционной казахской музыке – явление многогранное, соответственно, его изучение требует разностороннего, комплексного подхода. На формирование личности в традиционной музыке оказывает влияние несколько факторов, среди которых важнейшими являются семья, система воспитания и обучения, социальная среда и другие. Эти факторы тезисно рассматриваются в данной статье. Ключевые слова – традиция, личность, музыка, певец, знание. Абстракт переведен как на английский, так и на русский языки. Прежде чем мы начнем озвучивать статью, прошу подписаться и поставить свой лайк. Итак, приступаем к самой статье. Вы готовы? Тогда начинаем. Казахская народная музыка – культурное явление, имеющее глубокие корни и разные жанры. Развивающийся в течение многих веков, сегодня этот вид искусства является национальной культурной ценностью. В настоящее время в нашей национальной культуре много, либо совсем неисследованных тем, либо им уделялось мало внимания. Поэтому одной из главных задач казахской этномузыкальной науки является работа в этом направлении. Одна из таких тем – личности представителей традиционного искусства. Кого мы называем личностью? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить различия между понятиями человек, индивид, личность. Человек – общее понятие, определяющее особенности и отличия человеческого вида от других биологических видов на Земле. Индивид – единичный представитель человеческого рода и индивидуальный человек. Индивидуальный – это набор личных, характерных признаков, отличающих одного человека от другого. Понятие «личность» – это не только природно-биологические особенности человека, это то, что вне природы, сущность человека, живущего в обществе и сформировавшегося в тесной связи с обществом. Если быть точным, личность – это человеческие качества индивида вне природы, качества, представляющие значимые стороны его социальной жизни. Каждое общество, каждая эпоха формирует соответствующих личностей, только социальная среда формирует в людях личностные качества. Человек с детства тесно связан с этой средой. Через постоянное общение он получает опыт, впитывает ценные качества социума, в котором вырос – семья, группа, организация. Таким образом, можно сделать вывод, что талантливые представители традиционного искусства являются представителями культуры традиционного общества. Известно, что казахская культура, начиная с 20 века, претерпела значительные изменения. Вместе с этим стали меняться личностные качества талантливых представителей традиционного искусства. После установления в Казахстане советской власти, видные деятели искусств стали переселяться в города. Многие из них, особенно молодое поколение, соответственно требованиям времени, старались получить образование в средних и высших учебных заведениях. Современные знания и культурная среда города не могли не отразиться на их личности, на их мировоззрении и на менталитете в целом. Кроме того, поставленная система образования была совершенно новой. Это были сформированные стандарты письменного обучения. По этой причине личностные образы деятелей искусств настоящего времени сильно отличаются от традиционных певцов и кюйши того времени. В области традиционного искусства каждая личность воспитывается народной музыкой, впитывает в себя все эстетические ценности ее жанров и видов, философию мысли, лучшие человеческие качества.
традиционном обществе на формирование личности представителей искусства влияют различные факторы. Один из них – семейная среда. Если внимательно изучить биографию народных профессиональных певцов и кюйши, то можно заметить, что их родители, близкие родственники, даже дальние предки были близки к искусству. Например, отец Магоуи Хамзина, известный дамбрист Хамза, прадед выдающийся кюйши Ашимтай. Также известно, что Мухит Амиралы Улы является выходцем из творческой семьи. Его братья, дети были певцами и кюйши. Даже если родители народных певцов и кюйши не были тесно связаны с профессиональным искусством, они высоко ценили искусство, поэтому поддерживали увлечение своих детей музыкой. Отец Курмангазы Сагырбай не был кюйши, но с детства играл на дамбре, а когда и сын начал увлекаться игрой на дамбре, то своими руками сделал инструмент, научил его всем своим умениям и навыкам. Мать Алка тоже не мешала тому в его устремлениях, наоборот, была первым слушателем и критиком кюев, написанных сыном. Воспитанница Курмангазы Дина Нурпиисова также с раннего детства проявляла интерес к дамбре. Ее отец Кинже в молодости был неплохим дамбристом. Ее мать Жаниха знала много народных песен. Дина выросла, впитав в себя эти мелодии. Позже, когда в аул приехал известный кюйши Курмангазы, Кинже показал ему мастерство Дины и попросил его стать учителем своей дочери. Они даже не были против того, чтобы Дина в течение 9 лет сопровождала Курмангазы в его поездках по аулам. Известно, что некоторые из традиционных певцов и кюйши являются представителями династии голубых кровей. Например, Даулет-Керей, потомок Абылхаир хана, хана Среднего Жуза. Татимбет, Мухит Жанторе, внук Абылхаир хана. Кожеке, предводитель рода. Урмизов Файзула, потомок Аблайхана, происходит от сына Кенесары, Аубакира и другие. Их родители не препятствовали детскому увлечению искусством, однако были против их желания стать профессиональными музыкантами во взрослой жизни. Именно поэтому Татимбет по требованию деда был вынужден получить знания у Ашинбай Бия, а затем, после окончания учебы, сам исполнял обязанности Бия. Даулет-Керей, будучи выходцем из ханского рода, являлся главой своего рода. По словам исследователей, Мухит, по требованию родителей, устроился на административную работу, выдержав только 2 месяца. Тем не менее, никто из них не отказался от своего призвания, данного природой, занимаясь творчеством помимо своей основной деятельности. Благодаря этому их имена остались в истории. Итак, опираясь на имеющиеся факты, мы видим, что видные певцы и кюйши, с детства проявившие свой талант, находили поддержку у родителей. Также благодаря тому, что родители, большинство из них были близки к искусству, прилагались все усилия для создания условий детям для их первых шагов в мире музыки. Они не только делились своими знаниями с ребенком, но еще и выбирали ему наставника для углубленного изучения, передавая чадо к ним в руки. После чего несколько лет своей жизни талантливый ребенок проводил рядом с учителем. В традиционном обществе влияние наставника было очень велико. В процессе обучения ученик, совершенствуя свое мастерство, формирует собственное видение искусства и жизни в целом. Учитель может не только научить методам и приемам своей профессии, но также способствовать формированию личности. В большинстве случаев воспитанник живет в доме наставника и каждый день, наряду с уроками, видит образец поведения. Посещая аулы вместе с учителем, он встречается с другими певцами, кюйши, учит новые произведения и расширяет свой репертуар, совершенствует уровень исполнительского мастерства. И когда ученик доходит до определенного уровня, учитель выводит его на айтысы и конкурсы, на выступления перед народом. Посещение аулов представителями традиционного искусства не стоит воспринимать как безделье или забаву. Разъезды по аулам прежде всего способствуют расширению их репертуара, росту мастерства. Во времена устного развития искусства мастера музыки могли повышать свой профессиональный уровень только во время таких непосредственных встреч. В ходе беседы они могли обмениваться новыми знаниями, исполнительскими приемами, историей возникновения произведения, легендами. Кроме того, они таким способом получали информацию о событиях, происходящих в жизни, в обществе. По окончанию срока обучения ученики сдавали так называемый экзамен. Этот экзамен проходил перед публикой. Если певцы демонстрировали свое исполнительское мастерство перед народом, то кюйши часто соревновались между собой. Ученику, успешно сдавшему экзамен, учитель давал благословение перед всем народом.
Это благословение и было дипломом того времени. Только после этого молодой мастер получал возможность вступить на собственный свободный путь искусства. Профессиональные художники очень ценили и уважали своих учителей, гордились ими всю жизнь. Если Дина Нурпеевцева называла Курмангазы своим великим наставником, Жамбыл Жабаев с огромным почтением рассказывал о благословении поэта Суинбая. Любое профессиональное искусство, будь то сложившееся в письменной форме, как в Западной Европе, или казахская музыка, развивающаяся в устной форме, характеризуется своей историей, эстетическими ценностями, теоретическими учениями и методикой обучения, педагогикой. История народной музыки и ее эстетические ценности нашли свое отражение в легендах и рассказах, в эпосах, пословицах и поговорках, в различных сравнениях и сопоставлениях, в других видах устной литературы. Теория и педагогика народной музыки сохранились в строении инструмента, в наименованиях его частей, в исполнительской технике, в различных названиях и терминах. Во время учебы молодой специалист усваивает не только секреты исполнительства, но и знакомится со сложившейся в устной форме историей своей профессии, эстетикой, теорией и методологией. В результате он комплексно и разносторонне осваивает выбранную профессию. Сформировавшаяся таким образом традиционная система образования требует большой ответственности не только от учеников, но и от учителей. Наряду с образцом высокого профессионализма наставники были авторитетными личностями в обществе. Глядя на своих учителей, воспитанники перенимали высокие человеческие качества, получали жизненный опыт. Учитель демонстрировал не только уровень исполнительского мастерства, он также подавал пример рассудительности, мудрости и жизненных принципов. Поэтому учителями и наставниками становились только уважаемые, авторитетные личности, сполна освоившие все тонкости и секреты своей профессии. Рядом с такими учителями и ученики формировались как личности. Деление на культуру и жизнь неведомо традиционным обществам, в том числе и казахскому. Единство творчества и жизнеповедения – основной закон традиционной казахской культуры, пишет Мухамбетова. Эти слова означают, что произведения представителей традиционного искусства, их творчество в целом напрямую связано с их характером, человеческими качествами и принципами жизни. Значит, чтобы правильно понять музыку народных композиторов, мы должны узнать их личностные качества. И наоборот, чтобы понять образ личности традиционного искусства, мы должны с большим вниманием отнестись к его музыке, особенностям стиля. Например, мы воспринимаем Курмангазы смелым, волевым, энергичным, а Даулеткерея мы чаще всего описываем как нежного лирика. На наше восприятие влияют не только их личностные качества, но и особенности их музыки. Итак, раскрытие образа личности представителей традиционного искусства – это не только актуальный и интересный вопрос, это прежде всего трудный, далеко не простой вопрос, требующий широкомасштабных исследований. Список используемой литературы. Казахстан. Национальная энциклопедия. Главный редактор Насанбаев. Алматы. Казахская энциклопедия. 1998 год. 7 том. Мухамбетова. Казахский кюй. Алматы. Дайк-пресс. 2002. Казахская традиционная музыка. Журнал «Мысль», 2007. Перевод сделан Eurasian Fan Club. Дорогие друзья, мы завершаем наше видео. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, насколько вы прониклись этой статьей, насколько вы увидели новые грани личности Димаша как талантливого певца, как человека, который идет верным шагом к успеху, опираясь на различные знания, в том числе и на научные. О чем новым эта статья дала вам задуматься, что-то понять, что-то новое приобрести, пополняя информацию о вашем любимом певце Димаше Кудайбергене. Пишите, мы с удовольствием почитаем. До свидания, друзья. До новых встреч.